Всем привет! В этом видео я расскажу вам про свои самые неудачные свидания. Но для начала расскажу вам одну маленькую историю, которая не вошла в мой топ-5. Когда я была молода, да-да, очень молода, я часто замечала у своего дома парочку привлекательных парней. Они были близнецами, высокими, красивыми и с чудесной одинаковой прической. Я их замечала во всех продуктовых поблизости, на перекрестках возле дома и на детской площадке. Мой внутренний сталкер подсказывал мне, что эти братья, похоже, живут где-то совсем рядом. Но в итоге я так и не осмелилась познакомиться с ними. Думаю, у каждого найдется хотя бы одна история с провальным свиданием или неудачной попыткой познакомиться. У меня же есть целых 5 таких странных историй. История первая. Умный и смелый. Эта история произошла со мной в автобусе. Ко мне подсел парень цукербергской внешности. Долго смотрел на меня, пока не ошарашил меня странным вопросом. Ты любишь загадки? Я могу загадать тебе одну? Я согласилась, почему бы и нет. Он загадал мне загадку, ответ на которую я уже знала. Он удивился скорому ответу и попросил меня тоже загадать ему загадку. Однако на мою он ответить не смог, и в итоге мы сидели в тишине большую часть поездки. Наконец он сдался и предложил оплатить мой проезд. Я сразу же начала отказываться от его предложения. Было неудобно, да и проезд стоил немало. И пока я пыталась его отговорить, подошла кондуктор. Он объявил о своем намерении ей, на что она озвучила общую сумму поездки. И парень начал судорожно копаться в карманах, бледнеть, синеть, краснеть. Я недолго смотрела на эту сцену и быстро оплатила проезд. Потом между нами висела тягучая тишина, пока он в итоге не вышел через пару остановок. История вторая. Спортсмен. В то время я ходила в тренажерный зал. Такой дешевенький, подвальный, но очень душевный. Места там всегда не особо хватало, хотя посетителей там было всегда очень мало. В тот день было какое-то оживление, и прибыло очень много новеньких мальчиков. Среди них был парень с маленьким ребенком лет 4-5. Он, конечно, очень мило с ним возился, но это выглядело крайне опасно. Обычно маленьких детей в тренажерки не пускают, чтобы они случайно не поранились. Я подошла к парню, чтобы напомнить ему об осторожности, но он, похоже, воспринял это за попытку познакомиться и пригласил меня на свидание. К такому повороту событий я не была готова, но согласилась. На свидание мы пошли в кафе, все было хорошо, пока он не заговорил. Знаешь, у меня есть очень богатый друг с квартирой и машиной в гараже. Ему родители все купили, теперь живет отдельно самостоятельно. У него девушка появилась, и она даже живет с ним, прямо в его квартире. Ты представляешь, чем они там занимаются? Он все свидание рассказывал о своем друге, даже предложил меня с ним познакомить. В итоге я сослалась на срочные дела, оплатила заказ и быстро сбежала из кафе. Он еще некоторое время названивал, но я так и не решилась поднять трубку. Спасибо за просмотр. Хочу выразить особую благодарность Мирби и Дишнову за помощь в озвучке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Ждите вторую часть неудачных свиданий. Вас ждет еще много интересного. Ай-яй-яй-яй.